У нас заболел тазик. При попадании в выбоину в дороге, в асфальте, замаскированную лужей, появилась следующая неприятность. При рулежке, поворотах и так далее машина плавает, как бы не успевает за рулем. Конечно, на видео этого не видно, но я это очень замечательно чувствую. Что необходимо сделать? Необходимо проверить подвеску, визуально ее состояние. И, конечно, хотелось бы посмотреть рулевую рейку. Делаем все это и продолжаем. Значит, подвеску осмотрел. Каковы же причины плавучести нашего автомобиля? Подвеска вся в порядке. Единственное, что заменил так называемые в народе крабы. Но дело даже не в этом. Хотелось бы поговорить о другом, о рулевой рейке и ее замене. При повороте руля рейка стучит. Не просто стучит, а как будто пытается что-то там выпрыгнуть. Стук рейки характерен для неисправной рулевой рейки. Но не всегда это значит, что она не поправляется, эта проблема. На рулевой рейке есть специализированная гайка, подкручивающаяся восьмигранником, которая как раз-то натягивает ее и убирает люфт и стук. Но в нашем случае я уже пытался это сделать. Все это осталось. Менять рулевую рейку. Попробуйте подкрутить ее специализированным ключом восьмигранным. Тянуть. Таким образом у вас, возможно, пропадет и люфт, и стук, и рулевая рейка еще проходит какое-то количество времени. Вот это восьмигранный клапан подкручивается. Обратите внимание. Ну и приступим к дальнейшим действиям. При снятии рулевой рейки или ее замены существуют некоторые проблемы, назовем их подводными камнями. Во-первых, у нас нет специализированного подъемника, и поэтому нам придется, снимая рулевые наконечники, сначала снимать колесо, потом ставить на место и идти на другую сторону, проворачивать такую же операцию. Это, конечно, проблема. Следующая проблема. Следующая проблема заключается в прикипевших болтах и гайках. В случае, если будет обломана одна из шпилек, крепящую рулевую рейку, то просто так вы ее не замените. Она приварена к кузову. Вам придется изготавливать шпильку и приваривать ее к кузову. Поэтому будьте осторожны. Это что касается подводных камней. Ну что, приступим непосредственно к работе. Конечно, важно обратить внимание на то, что есть два варианта замены рейки. Это с рулевыми рычагами. Вместе меняется, либо рулевые рычаги остаются. Вот они. Покажу на новой рейке. Вот это вот рулевые рычаги и сама рейка. Можем заменить вместе с ними, можем оставить старые. Ну, попробуем заменить вместе с ними. Так, колесо демонтировано. Снимаем рулевой наконечник. Во-первых, достаем шпонку, откручиваем гайку и покажу вам, как демонтировать наконечник. Гайку открутили. На следующем этапе нужно демонтировать наконечник. Просто так вы его не достанете, для этого нужно специализированное устройство.
Вот как оно выглядит. В магазинах стоит не так уж и дорого. Устанавливается следующим образом. И крутится гайка до тех пор, пока наконечник не будет выдавлен. Покажу после установки. Наконечник установлен. Забит с помощью молоточка под рулевую тягу, точнее рулевой наконечник. Если вдруг у вас нет ключа такого большого, разводной газовый ключ вам в помощь. Будьте аккуратны, может выстрелить рычаг. И крутим до тех пор, пока не снимется. Снимать не буду, потому что очень неудобно. Ну вот, с помощью устройства мы сняли рулевой наконечник. Сразу же, не отходя от кассы, берем головку на 13 и откручиваем крепление рулевой рейки с левой стороны. Вот она, раз гайка и два гайка. Вот как раз-то это самое опасное место, где прикрепившие болты могут сломать шпильки. Будьте аккуратны. Откручиваем. С стороны все операции завершены. Откручено два крепления рейки левой стороны. Также демонтирован рулевой наконечник. Сейчас ставим колесо на место и идем, делаем все те же манипуляции с правым рулевым наконечником. И продолжим. Находимся без подъемника. Опускаем данное колесо. Поднимаем это. Откручиваем его. Делаем все те же манипуляции с этим наконечником. И продолжим далее. С правой стороны наконечник снят. Перейдем непосредственно к снятию самой рейки. Точнее, к ее продолжению. Значит, левую сторону мы откручивали близко к лонжерону. Крепится рулевая рейка на хомуте. А вот правая сторона рулевой рейки крепится ближе к центру водительского щита, так называемого. Вот они, болты. Вон он, хомут. Чтобы его открутить, нам еще нужно снять защитный металлический кожух. Он крепится на 4 болтах. Снизу 2 и сверху 2. Продолжим. Это снимать опять же не буду. Очень крайне неудобно. Я надеюсь, что у вас не составит труда открутить 2 гайки здесь и 4 на кожухе. Также нам будет мешаться воздушный фильтр карбюраторной девятки. Мы его снимем. Ну и продолжим. С правой стороны откручено. Снял сразу же хомут рейки. Кожух не откручивал, поскольку это, мне кажется, лишняя работа. Попробуем достать рейку, не снимая кожух металлический. Так, действие, которое необходимо выполнить. Эта операция происходит в салоне. В общем, здесь имеется болт, который крепит нашу рулевую рейку. Его необходимо открутить, отпустить, и можно будет доставать рейку. Вон этот болт торчит. Отпускаем его. Также выставляем перед этим руль в ровное положение. И смотрим, чтобы он никуда не убежал. И отпускаем гайку. Ну что, болт максимально ослаблен. Можно продолжать демонтаж рейки.
Теперь снимаем ее с ее посадочного места, всю рейку, вместе с рулевыми наконечниками и тягами, и достаем ее через левое отверстие над лонжероном. Можно даже колесо не снимать. Приступим. Крепление откручено. Руль остается зафиксированным, так он должен и остаться последующим. Теперь можно перейти непосредственно к процедуре окончательного демонтажа рулевой рейки. Снимаем ее с ее посадочного места и достаем в отверстие над левым лонжероном вместе с рычагами рулевыми и рулевыми наконечниками. Легче всего будет ее достать с левой стороны. Пробуем. Итак, рулевая рейка демонтирована полностью. Вот она имеет такой вид с рулевыми рычагами, рулевыми наконечниками. Следующая задача — это снятие наконечников. Они, в принципе, неплохие. Еще неплохо походят. Люфта не имеют. Также второй. Я оставлю их. Следующее, что мне нужно сделать, чтобы хотя бы приблизительно ставить тот развал, что у меня, точнее схождение, что у меня стояло, замерим рулеткой или линейкой. От центра болта рулевой тяги до центра рулевого наконечника расстояние. Потом открутим рулевые наконечники и с той стороны. И по таким же данным размерам прикрутим их к новой рейке. Вот такая вот история. Продолжаем. Нашел при помощи линейки. Замерил от центра болта до центра рулевого наконечника. Получилось 55,5 сантиметров. Что там, что там. Очень даже хорошо, что одинаково. Теперь откручиваю рулевые наконечники. Раз болт откручиваю, два болта откручиваю, выкручиваю переходничок вместе с рулевым наконечником. С той стороны также. Пробуем. Вот две рулевые рейки лежат, одна старая, другая новая. Что необходимо сделать? Во-первых, поставить то же положение, как и стояло. Для этого пассатижами выкручиваем штуцер точно так же, как и на старой рейке. Сравниваем положение отверстий, точнее положение штока и там, чтобы было одинаково. Далее, не получилось открутить рулевые наконечники, а так как мы их оставляем и хотим поймать то же положение схождения, как и было, то мы просто оставим старые рулевые тяги, перекрутим их на новую рейку. Таким образом, они, в принципе, неплохо сохранились. Сайлент-блоки, втулки резиновые все в порядке. Так что оставляем пока что их. Вот что за следующую операцию мы с вами делаем. Продолжаем, собираем, покажу результат. Насчет смазки. Обязательно смажьте новую рейку, потому что завод очень хило их смазывает. Для этого снимаем кожух с данной стороны, кожух с данной стороны. Снимаем этот кожух. Предварительно запаситесь пластиковыми хомутами, чтобы установить новые. Снимаем все кожухи. Смазываем смазкой. Можно солидолом, вот в моем случае. Вот такая вот у меня кисточка. Щетину. Промазываем солидолом, не жалея его. Также и в центральном кожухе.
показывать не буду, я думаю, справитесь. Необходимо максимально смазать штуку. Приступим. Рейка собрана полностью. Одеты новые хомуты на кожух. На что следует обратить внимание? При установке рулевых тяг кожух должен облегать вот этот вот паз. Это очень важно, чтобы пыль не попадала туда. Ну все, рулевая рейка готова к сборке, к установке, к монтажу, как угодно назовите. Устанавливается все в обратной последовательности того, как снимали. Покажу конечный результат после установки. Водный камень при установке рулевой рейки. Обратите внимание, то, что на рулевой рейке имеется выемка. Эта выемка предназначена для того, чтобы через нее проходил болтик и стягивал данный шток. И когда вы устанавливаете ее, то велики шансы, что вы просто не попадете правильно. Итак, работы по замене рулевой рейки завершены. Частично мы сохранили развал схождения. Колеса стоят ровно, руль ровно. Вот новая рулевая рейка. Немного о подводных камнях. Во-первых, все очень тяжело откручивалось, так как все прикипевшее. Но шпильки мы не поломали. Рулевая рейка установлена на место. Конечно же, желательно менять вместе с рулевой рейкой рулевые наконечники. Но они очень плохо откручиваются. Это два. Так как тоже прикипевшие. Поэтому мы оставили старые. Они еще походят. В-третьих, очень тяжело попасть рулевой рейкой в данную деталь правильно. Ну и с этим мы справились. Закрутили крепежный болт, затянули его. Все установлено, все замечательно. Меняйте своими руками, не бойтесь. Все у вас получится, если захотите. Спасибо за внимание.